Индия – это всегда страна контрастов. В этом чудесном месте яркие краски граничат с серостью и богатство с нищетой. Прекрасные парки и отели для приезжих туристов соседствуют с бедностью и горами мусора местных кварталов. Но даже на фоне индийского колорита этот город выделяется. В мировом рейтинге опасных городов он всегда среди лидеров. Находиться в нем попросту небезопасно для жизни. Среди мусорных гор и невыносимого запаха здесь живут около 2 миллионов человек. Город Газиабад был основан в 1740 году Газиуддином, который служил визиром при дворе императора великих моголов Мухаммад-Шаха и назвал его в честь его собственного имени. Название города Газиуддинагар было сокращено до его нынешней формы, то есть Газиабад, с открытием железных дорог в 1864 году. И во второй половине 19 столетия город превратился в важный железнодорожный узел. Географическое расположение Газиабада стало одновременно его благословением и проклятием. И с разделением в 1947 году Британской Индии на два отдельных государства – мусульманский Пакистан и индуистскую Индию – между частями прежде единой колонии началось переселение народов. Индусы, оказавшиеся после разделения страны на территории Пакистана, предпочитали на всякий случай переезжать к братьям по вере. И как показали будущие индо-пакистанские войны, это было весьма мудрое решение. Многие вынужденные переселенцы из Пакистана выбрали для жизни именно Газиабад. Вместе с ними в городе стали возникать и первые промышленные предприятия. Это было неизбежно, ведь населенный пункт располагал тремя важнейшими преимуществами – железными дорогами, близостью к Дели и дешевой рабочей силой. За 75 лет независимости население Индии выросло в 4 раза. Если в 1947 году в стране жило около 350 миллионов человек, то сейчас эта цифра перешагнула 1,4 миллиарда. В сельской местности такому количеству людей прожить было просто невозможно, и поэтому в Индии началась стремительная урбанизация. Газиабад исключением не стал. Более того, из-за соседства со столицей он рос опережающими темпами, став не просто городом-спутником, он фактически сросся с Дели в единую агломерацию. При этом Газиабаду была отведена роль промышленной окраины с металлургическими, текстильными и электронными производствами. Развитие городской инфраструктуры города, например, обустройство канализации и водопровода, никак не успевало за ростом населения. Даже сейчас лишь около 40% местных домохозяйств имеют доступ к чистой воде, а к канализации подключено и того меньше. Помимо человеческих отходов, немало вредных стоков генерирует многочисленное промышленное производство, зачастую использующее довольно устаревшие, а иногда и просто опасные технологии. Но главным бичом города стал мусор. Городская власть не сумела организовать в Газиабаде сколь-нибудь эффективную систему сбора и переработки отходов. Вместо этого в разных районах были устроены самовольные мини-свалки, куда местные жители в лучшем случае выносили свой мусор. Все заботы муниципалитета сводились к тому, чтобы периодически эти мини-свалки опустошать и вывозить отходы на несколько более крупных свалок в черте города. В итоге Газиабад стал похож на одну огромную свалку, на которой по какой-то абсурдной причине выросли жилые многоэтажки и поселились люди. Мусорные пейзажи стали типичной картиной города со своеобразным ароматом, многократно усиливавшимся в сезон дождей из-за начинающегося гниения отходов. Из-за совокупности всех факторов и наличия делийского смога, который часто сдувает как раз на Газиабад, несчастный город часто занимает первое место в мировом индексе опасности качества воздуха. Частично проблема связана с плотностью населения и концентрированным объемом выбросов транспортных средств и сжигания биомассы при приготовлении пищи и сельском хозяйстве. А это имеет прямое отношение к количеству респираторных и сопутствующих заболеваний и в итоге к увеличению уровня смертности. В последнее время городские власти пытаются предпринять шаги к исправлению хотя бы ситуации с отходами. В 2021 году планировали запуск сразу 3 мусороперерабатывающих заводов. При этом предполагалось, что работу на них получат те жители, для которых сейчас свалки являются способом заработка. Прежние же полигоны рекультивируют, избавив тем самым жителей Газиабада от их запахов. Но как все получится в итоге, спрогнозировать пока сложно. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!